Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчик ресторан, который посвящен ракушкам. Дело в том, что, вы знаете, я не особенный любитель ракух, но здесь выбор неплохой. Они все на льду, они все свеженькие. Может быть, только максимум свежее, это если в аквариумах. Но иногда в аквариумах не самые, что называется, низкие цены. А здесь они все-таки пониже. Мы уже сделали заказ. У нас сегодня праздник ракушек. Поехали. Что ж, господа, у нас еда уже подъехала. На самом деле все блюда уже подъехали. Обслуживание очень быстрое. Поэтому давайте в долгий ящик не откладывать и пробовать. Прежде всего, это морские черенки с Morning Glory и чесноком с огромным его количеством. Здесь морской черенок, как вы заметили, продается не внутри своей естественной раковины, а уже на развес. То есть они его почистили, насколько это вообще нужно в данном случае. И да, вот, пожалуйста, зато он здесь крайне дешевый, поэтому да, без вопросов. Вот так вот взяли и попробовали. Это интересно, это неплохо. Но всегда есть но. А в данном случае оно заключается в следующем. Потому что морской черенок в этом исполнении, на мой взгляд, потерял свой естественный, натуральный вкус моря. Он, знаете, здесь как мясное наполнение. Хорошее мясное наполнение, это нужно подчеркнуть. Но именно того самого вкуса, на мой, к сожалению, взгляд, не присутствует. Поэтому, ну, давайте отдельно одну штучку какую-то вот так вот возьмем. Ну да. Я скажу так. Если вы только так его попробуете, то на вас он никакого впечатления вообще не произведет. Просто мясинка, как того же рапана вы попробуете. Жесткая достаточно, тем более, что здесь, да, он, во-первых, не живой, на льду лежал, во-вторых, достаточно долго его еще, видимо, готовили. Ну и, короче говоря, мясинка. С точки зрения как блюда вкусного, да, вкусно, но море немножко утеряно. Окей, с этим все понятно, это нормально, это хорошо, в свою цену. Я бы все-таки рекомендовал брать свежего. Ну и теперь, так, лайм, уйди. Что это за ракуха, я уж, честно говоря, не помню. Так, все тут снято. Да? Смотри, и со шкварками, и с зеленым лучком. Ну, короче, достаточно стандартное вот это вот местное исполнение. А вот здесь даже немножко сырости присутствует. Сыромятки, я бы так сказал. Дело в том, что, как обычно, они здесь предлагают тебе вот стандартный этот набор: лук, шкварки свиные вместе с морепродуктом. На мой взгляд, это необычно, хотя, учитывая, что в этой ракухе самой по себе вкуса как такового нет. Возьми того же рапана и ракушку мела, например, вот она здесь тоже появляется. Да, ее в салат кладут, когда тоненько нарезано. Да, ее по-разному используют. Но, на мой взгляд, это просто ровно такое же мясо. То есть вот это примерно одинаково. Разные вкусы. Да, здесь за счет Morning Glory приятно. Здесь за счет шкварок свиных, зеленого лучка это тоже по-своему приятно. Но это не морепродукты. В этом самое главное отличие. Следующие два блюда у нас уже на столе. Роман, ваше мнение по предыдущим двум? Вот там, где зеленые стручки с морскими... Morning Glory с черенками. С черенками, да. Они называют этот соус, в котором приготовлено сливочное масло с чесноком. Но на самом деле они используют маргарин с чесноком, и получается по вкусу очень неприятно. Плюс самого черенка они как будто бы сильно передержали, он превратился в очень резиновый, такого да, я об этом резинового. говорил.
А ракушки, ну, они изначально сами по себе не особо вкусные и резиновые. Плюс они сало вот этого нафигачили туда, горечь от лука. И как-то тоже все, ну, я вот одного съел и все, больше не могу. Ты знаешь, я в данном случае абсолютно с Романом согласен, просто я это выразил более, не знаю, в мягкой степени, что ли. Я тоже самое сказал, что морского вкуса нет, придан дополнительный какой-то альтернативный. По поводу же спреда с Morning Glory, не знаю, я его там вот настолько, насколько Роман сейчас обратил внимание, не могу сказать, что почувствовал, потому что, ну, по мне, это единственное, наверное, место, где Morning Glory, шикарная трава, и мясное наполнение. Морского вкуса, конечно же, там нет. Итак, следующие две штуки у нас плавнички лосося. С них, наверное, тогда и начнем. И авалон, ракушка авалон с не пойми каким наполнением. Видно, что яйцо, опять же лучок и так далее. Ладно, самое главное в этих плавничках это какой соус. Да, и снята ли чешуя, не уверен. Сейчас посмотрим. Как здесь это сделано, мне не нравится, если честно. Слишком сухо. Сладко. Чешуя хрустит. Чешую не сняли. Вообще эти плавнички очень даже имеют право на жизнь, когда их не передерживают. Когда их, знаете ли, оставляют внутри сочными. Тогда, во-первых, ты и соус приятный, сладенький чувствуешь, а внутри естественный, нормальный вкус лосося. Тем более, что плавнички, вы понимаете, это часть теши, именно с брюшной части, потому что они срезаны, и там много жирного того самого лосося. То есть много ты этих плавничков не съешь. Вот одного блюда, вот они говорят, у нас 10 плавничков, это одна порция. Слишком сухо. Передержали, пережарили. Ну да, и отрывается, видите. Вы знаете, на данном этапе я могу сказать следующее. Моря нет, рыбы нет, Morning Glory есть. Всего остального... А, да, и чеснок. Всего остального пока нет. Роман, пробуй лосося. Это замечательное блюдо, и Роман его тоже знает. И я сам дома-то готовлю. Ровно точно так же покупаю вот эти плавнички, потому что здесь они часто продаются, вот просто, пожалуйста, вот тебе отдельно, они даже не замороженные, отдельно, и это как вот местное такое вот национальное, что называется, блюдо, потому что у нас, я как понимаю, отдельно плавничков не продается, а только, может быть, какой-нибудь суповой набор. Ну, а теперь ракуха авалон со всяким. Ну, так вот целиком. Нет, боюсь, так у меня не влезет половинку. Острый чили. Это я и просил. Вот опять чуть-чуть. На мой взгляд, слишком долго держали. Вот, ребята, сделайте так, чтобы у вас морепродукт полностью не зажарился, а при этом все сверху, как говорится, приготовилось. Ну, то есть, соблюдайте баланс. Вкусно? Да. Но при этом я съел яишенку с каким-то наполнением. А где та самая благородная ракуха? Я съел вкусную, острую яичницу с луком и похрустел приятным мясом. А вкуса ракухи нет, к сожалению. Вкусно, да. Но где прикол того самого? Вы понимаете, как бы я готовил, чтобы авалончика оставить, значит, замечательным. То есть вот я его полностью уже приготовил. И вот она яишенка. Я ее поставил. Она все приготовилась, запеклась. Я сверху положил, допустим, вот этого готового уже авалона. Просто перевернул и тут же подал. То есть, чтобы у меня мясо ракушки оставалось приятным, с морским вкусом и всеми делами, но при этом и замечательные дополнительные какие-то ингредиенты.
А здесь все завалили, все в печь поставили, вот оно тебе запеклось, оно передержалось и потерялся самый главный прикол. Ну, то есть это исключительно, на мой взгляд, недоработка рецептуры, потому что сама ракуха, ну да, хрустяшка, но остальной вкус потерян. Роман, давай, держи. Я тут не выбирал тебе особо, это у нас поехало в зал. Сейчас следующие 2 блюда новенькие тоже подъедут. Я надеюсь, там будет все в порядке, потому что там я предусмотрел слегка возможность того, что они накосячат, и попросил, конечно же, на пару. Как всегда, господа, напоминаю о том, что без вашей поддержки, к сожалению, сейчас у нас бы не получалось выпускать ролики. Спасибо всем тем, кто подписывается на Boosty, на Patreon, либо поддерживает нас разовым донатом. Все это можно сделать по ссылкам в описании. Напомню, что на Boosty, например, выходят еще слегка, скажем так, неформатные видосики коротенькие, которые, ну, просто YouTube не пропустит и меня заблокируют. Зачем мне это надо? А там вы это можете посмотреть. Ровно так же, как и на Патреоне, конечно же. Ну и, конечно же, напоминаю о том, что приезжая во Вьетнам, пожалуйста, пишите заранее, естественно, потому что от вас потребуется только купить билеты, а все остальное — поиск жилья, трансфер, поиск байков, получение симок и прочее, мы все сделаем. Какие бы пожелания у вас ни были, с вас билеты, с нас все остальное. Пожалуйста, тоже пишите. Ну и перед тем, как приступить, можно сказать, к самым главным блюдам за сегодняшний обзор, Роман. Это, когда плавник взял, я сначала попробовал, попытался понять, что за аромат. Мне показалось, как будто аромат каких-то леденцов, конфет. Потом я это надкусываю, мне в рот попадает рыбный сок, а потом после этого максимальная сладость конфетная. И мне настолько стало неприятно, что я давно такого не испытывал, чтобы мне от еды аж противно становилось. Я не знаю, может, кому-то понравится это сочетание рыбы с конфетами. Ну, блин, это надо каким-то извращугой быть, конечно. Суммирую Ромины слова. В данном случае вкус лосося полностью убит, конечно же. Это превращено в очень сухое мясо рыбы, которое при этом крайне сладкое. Соответственно, ну да, рыбная конфета. А теперь у нас что же? На очереди моллюск кокигай и моллюск же гуидак. Давайте пробовать, наверное, с гуидака начнем, потому что эта штука крайне необычная. И эту вещь, честно говоря, нужно обязательно попробовать. Сняли ли они шкурятку с него? Да, похоже, сняли. И как я его чищу. Вообще его можно съедать целиком, но я вот эту вот кишочку все-таки изнутри предпочитаю вынуть. И вот таким образом, почистив полностью, его можно уже смело и съедать. Давайте с солькой, вот с этими приготовленными соусами, и попробуем. Вот на эту штуку, ребят, я возлагаю большие надежды. Это сладенький. Сладость его собственная. Не подумайте, что здесь какой-то соус. Чуть-чуть лаймика. Я бы, может, даже поменьше макал. Я сейчас так довольно круто обмакнул. И да, видите гуидака? Пускай даже не крупного. Не гонитесь вот за этим вот размером. Купили не крупного. Попробовали. Это вкусно. Это ровно то самое, что ты хочешь попробовать, когда ты хочешь попробовать морепродукт. Здорово и классно. Ну и моллюск кокигай. У нас здесь, кстати, принесли ножницы. Давайте ими воспользуемся. Потому что, ну, опять же, исключительно для того, чтобы посмотреть, надо ли там какие-то кишочки вычищать. Ну да, очевидно, здесь немножко надо.
Вы знаете, я чуть ли не первый раз встречаю, чтобы подавали вот их вообще не почищенными. Ну, серьезно, обычно все-таки и гуидака, и хокигай, ну, разрезают и чистят. Особенно, когда видят, что туристы приезжают. Здесь, ребят, просто настоящий вьетнамский вкус, потому что они это все съедают вместе с кишками, с потрохами, со всеми этими делами. Ладно, самое главное — свежесть. Соусом хорошо. Они очень похожи по вкусу. И здесь сладость моллюска присутствует. И здесь они не облажались с точки зрения свежести и приятности того, что ты ешь. То есть поэтому мы заказали на пару. Вот эти вещи заказывать на каком-нибудь гриле или еще чем-то, это, на мой взгляд, будет исключительно преступлением. Только на пару. Единственное, до чего я докопаюсь, ну, ребят, ну, почистите. Ну, серьезно, ну вот что, взяли ножницами, раз так выдавили, и вот все. Потому что не знающий человек начнет это пробовать, и, ну, горечь какая-то из-за внутренностей будет присутствовать. На мой взгляд, все-таки это нехорошо. Будем стараться прививать вьетнамцам нашу культуру поедания моллюсков. Роман, налетай, чисти, и, в общем-то, да, это вкусно. Ваше мнение по, на мой взгляд, вкусным моллюскам? Ну, в данном случае, да, это просто как бы качественный морепродукт, приготовлен на пару. Если вам нравятся как моллюски сами по себе, то это не может быть плохо. Здесь просто вопрос в другом, что вам больше нравится, там какие-нибудь креветки или те же самые моллюски. Я вот, например, выбираю креветки или кальмары, потому что я их просто больше люблю. Ну, это попса. Ну, и что? Вот то, что они не почистили, кишки, я уверен, это просто потому, что у них огромный поток людей, здесь очень много людей, им нужно быстро готовить, и они просто не заморачиваются, потому что вьетнамцы и сами почистят. Но я считаю это неправильно, потому что мне вот вообще, я даже смотреть на это не могу, на это содержимое, и я уверен, вьетнамцы тоже кишки эти не едят, не фанаты они кишков вот этих вот. Поэтому, ну, здесь, да, если уж они знают, что у них такой большой поток, ну, блин, почистите заранее, пока людей нет. К сожалению, заранее это почистить невозможно. Дело в том, что все-таки моллюск, хоть он и, ну, на самом деле не живой, но он в анабиозе находится, лежа на льду. Поэтому, если ты его полностью почистишь, то он уже всякую жизнедеятельность прекратит. А так она у него типа замедленная. Хотя я, честно говоря, в этом и не уверен. Скорее всего, они там, конечно, лежат дохлые. Но с точки зрения подачи на стол, ну, конечно же, нужно внутренности чистить. Тем более, вы когда видите, ну, пришли к вам европейцы, ну, вы знаете, что у нас не принято вот это вот все с кишками, вот это все съедать. Ну, почистите, все, передали на кухню заказ. Там пришли, значит, вот эти вот самые, которые не любят. Ты для этих белых обезьян почисти там, пускай будут довольны. Вот хотя бы такой подход, и уже было бы во 100 крат лучше, чтобы ты прям действительно наслаждался, потому что из-за этого люди бы, пускай туристы, стали бы сюда приезжать, на мой взгляд, намного чаще. Если бы ты видел, что, да, здесь за тобой, например, отдельно ухаживают. А то, что Ром говорит, местные, не уверен, что едят с кишками, едят. Абсолютно с тобой полностью здесь не согласен, потому что, ну, я это вижу, у меня жена ровно то же самое. А что, вот ракуха, на, все, вот она полностью и ест. Я говорю, там горечь горькая. Она говорит, так в этом и прикол. Ребят, ну и под финалочку у нас получится попробовать манго зеленый, который мы купили среди продавцов, которые ходят здесь тебе и всегда что-то предлагают. При этом, надо сказать, как и везде, происходит та самая шринкфляция, а именно количество продукта уменьшается, а цена остается ровно той же самой. То есть, если раньше этого манго тебе наваливали вот так вот, или перепелиных яиц, которые я частенько беру, то теперь порции уменьшаются, цена остается прежней. Это достаточно симпатичная, вкусная вещь. Возьмите, потому что стоит это всего лишь 20 донгов, и попробуйте. У нас здесь дождик начал капать, все срочно почему-то убегают, хотя дождик, честно говоря, вот такой, который капает, я думаю, нашего человека ни в коем случае не испугает. Давайте попробуем и скажем, вкусно ли это. А зеленый манго неплохо. При всем уважении к морепродуктам, вот эта вещь ровно та же самая,
относящиеся к тем вещам, которые вы должны попробовать. Зеленый манго с солью. Это местный колорит. Я, кстати, не знаю. Здесь даже чуть-чуть перезрелый, на мой взгляд, уже. То есть должно быть позеленее. Более не спелый. Здесь уже, считай, почти спелый манго. Это классная вещь. Мне очень нравится. Самое главное, что этот пакетик все вместе продается, так что у вас не будет никаких проблем с тем, чтобы, знаете ли, что-то где-то еще искать. Ну не падай, все, вот так. Это кайфово, здорово, это недорого, поэтому посмотрели, что вам предлагают на улице. Главное, запомните, чтобы вас не развели с ценами. Стоит любой из ее или его пакетиков, который вот он тебе приносит вот так вот, 20 донгов. Больше не платите. А в остальном здорово и вкусно. Что сказать по этому месту? Ну, оно оправдывает свое название. Название ракушки здесь. Ну, соответственно, да, они действительно здесь. Я в самом начале сказал, что здесь нет аквариумов. Нет, они есть, но там ровно тот же самый ассортимент, что и на льду. Не исключено, что они просто из аквариумов. То, что, допустим, сдохло, я не знаю, я более практичный человек, поэтому я так говорю, переносят снаружи. Снаружи дешевле, в аквариумах подороже. Нас устроило то, что подешевле. Вкусно ли готовят? Какие-то вещи действительно вкусно. Какие-то, на мой взгляд, сомнительные рецепты у них присутствуют. Что же касается цен, да, на мой взгляд, тоже очень все неплохо. На самом деле, заехали за экзотикой, попробовать стоит. Но самое главное правило, запомните, морепродукт на пару. Это практически железный закон. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Роман у нас сегодня приехал, и ты морепродукты вообще первый раз пробовал или как? Ну, данные продукты, конечно, первый раз пробую, потому что мне больше нигде не пробовал. Так, хорошо. А давай начнем с плохого или с хорошего? С чего хочешь? Да давайте с плохого. Давай с плохого. Что сегодня самое, плохое? Ну, я бы выделил две вещи. Это вот как раз плавнички, Так. потому что они, ну, это, можно сказать, что если это была бы рыба, либо курица, либо там еще что-то, это все, казалось бы, одно и то же. Ну, то есть сухомятку с убитым вкусом. Да, совершенно верно. Так. Согласен. Второе по плохости есть что отметить? По вкусу я бы не отметил, отметил бы то, что именно по ракушкам, то, что они не чищенные, конечно, вот это вот минус большой. Большой минус того, что все-таки для нас, белых обезьян, ни хрена они не подготовили. Хорошо. А теперь с хорошим. Что понравилось? Понравился гулдак. Гуйдак. Гуйдак. Да. Ага. Понравился. Почистил, вкус великолепный. И вот первые ракушки напоминают что-то, он же со шкварками, мне напомнило шашлык. Я вот как-то, зима у нас сейчас прошла, давно шашлыки не ели, и тут что-то такое знакоменькое. Весной пахнуло. Весной пахнуло, да. Слушай, ну, получается, то есть шкварки к морепродукту с лучком зашло. Да, совершенно верно. Роман, видишь как? Вот тебе и третье мнение. Мы тут все про морепродукты, а человеку шашлычок. Вот так вот. В целом, приезжайте в Вьетнам, отдыхайте, наслаждайтесь морем, наслаждайтесь морепродуктами, посещайте экскурсии, обращайтесь к Константину, поможет, все расскажет. Отлично. Так, спасибо тебе огромное. Прежде всего, я не надеялся на то, что люди еще меня проперят. Спасибо огромное. Вы вот съездили вчера в Далат, получается. Совершенно верно. Что у тебя самое крутое воспоминание из Далата? Я знаю, там много крутых вещей. Что самое крутое? А их много, да? Да. Все сразу не вылезешь. Ну, сам город очень интересный, сама природа, горы. Пчелиная ферма. Обязательно заезжайте, посещайте, попробуйте мед. С собой обязательно, я думаю, заберете хорошие подарки. Клубника. Обязательно пробуйте. Необычный вкус. И с приправой это
Ну, короче нас не говоря, принято, да. местное, необычное необычный, да. сочетание именно фруктов с какими-то здешними специями. А вот ты не упомянул, на мой взгляд, вот каждому свое. Серпантин, вот этот вот дорога, дикие джунгли. Ну, серпантин, ну, что-то напоминает Крым. То есть да. что-то схожее. Очень долгая дорога, конечно, тяжелая, но и очень интересная. Всем рекомендую. А я вот наоборот, когда езжу в Далат, и мы с Ромкой уже миллион раз туда катались, я посреди джунглей прошу Романа всегда остановить и выйти, насладиться этим видом просто тысячелетними древними джунглями. Это, ребят, потрясающе. Приезжайте к нам, здесь круто. Роман, спасибо тебе огромное. Заезжайте. А теперь мнение супруги Романа. Расскажи ровно то же самое. Что больше всего зашло, а что меньше всего зашло. Потому что я, пока наблюдал, у вас немножко разные вкусы. Да. Понравились морепродукты, именно которые были На пару. отдельным блюдом, да. Больше всего последние, буйдак и... Да, хакигай. Да, у них очень интересный, необычный вкус. Не похож на другие морепродукты, которые я пробовала. Как опыт очень интересно. В принципе, ради этого мы сюда и ехали. Не понравились плавники лосося, потому что вообще непонятно, что ты ешь. Много кляра, теряется Конфета. рыба. Я конфету не почувствовала, нет. Да, но сам вкус, ну вот Рома правильно сказал, что туда положи, в этом кляре непонятно, не отличить. И не очень мне понравилось в кокотницах, в яйце, тоже морепродукт, вообще не Ракушка теряется. Авалон. Да, непонятный вкус, что ты ешь. Не скажи мне, что там ракушка, я бы подумала, ну какой-то, может, кусок мяса тоже лежит, типа курицы. Вообще. Хрящеобразное, что-то тверденькое такое. Да, вот да, оно. непонятно. Первые ракушки были очень интересные. Черенки мы уже ели. Вот с этой травой мне очень понравилось. Она напоминает наш зеленый лук, но у нее свой особенный вкус. Я бы сказал, извини, напоминает наш зеленый лук только по виду и по хрусткости, а вкуса вообще общего нет. Вот. В принципе, то, зачем мы сюда шли, я получила. Ну, это в целом, наверное, то, что нужно, правильно? Это самое же главное. Очень нравится Вьетнам. Есть с чем сравнить. Прекрасная страна. Будет возможность, я обязательно сюда вернусь. Буду всем советовать, рекомендовать. Приезжайте, отдыхайте, получайте удовольствие, как сказал Роман. Обращайтесь к Константину и Роману. Очень приятно провели время на экскурсии. Спасибо большое. Обязательно приезжайте. И, не знаю, слово не подберу, чтобы и правильно сказать. Ладно. То есть, чтобы у меня само мясо ракушки осталось приятным, грамотно выражай свои мысли. Так вот, да, моллюск хакигай и моллюск буйдак. Я опять сделал такую большую паузу, потому что я забыл, как он называется. Что у меня гуйдак-то в голове не держится.